Нинхао. Привет. Нинхао по-китайски. Здравствуйте. Сегодня мимо Шанхая поедем. То Чикаго, то Шанхай. Ну вот так мы изучаем мир в Самаре. С тобой не соскучишься. Ну, поехали. Давай, поехали. Прямо. В прошлый раз мы здесь поворачивали, а сейчас прямо. Через 300 метров держитесь левой трассы, а затем И налево. Волгу уже видно. маршрут перестроен. Развернитесь, а затем поверните налево на Полевую улицу. Это Молодогвардейская. Будет сейчас. Через 100 метров поверните С левой стороны Шанхай. Вот этот? Да. Зачем ты так разогнался? Мы пронеслись, народ ничего не увидит. Мимо Шанхая. Что, кружок что ли сделался? Что ли? Давай. С левой стороны Шанхай. Дом так называется в народе, потому что очень длинный. Он длится от улицы Полевой до Маяковского. Построен в 70-х годах. Внутри имел, можно сказать, все. Аптеки, детские сады, магазины, службу быта. Поверните направо. Через 100 метров поверните налево. А на верхних этажах располагались мастерские для художников. Вот это место красивое, мы уже раньше проезжали. Да. Кроме того, наверху Маршрут перестроен. этого дома подразумевалась как бы пешеходная улица. Можно было прогуливаться. Так, сейчас налево. Сворачиваем на Ульяновскую. Это студенческий переулок, я ошибся прямо.
следующий, вот следующий. И прямо едем. Сейчас вот красивое место будет. Ворота такие своеобразные. Видишь, дома угловые со шпилями. Угу. Мы тогда завернули, не так было видно отсюда, прям красиво смотрится. Флюгер он наверху. Да. Жалко, в кадр не попадет. Ну, дальше в целях экономии батарейки снимать не будем. У нас уже это записано. Мы ходили тут по Ульяновску. Вавилон. Поворачивай. Угу. Прямо, да? Прямо. Ну вот здесь были мы, вспоминаешь уже. Вот уже подъезжаем вот через перекресток. И там надо будет развернуться на противоположную сторону. Старенький трамвайчик. Это очень хорошо. Ну вот он, 45-й дом. Вот здесь вот дерево. Развернуться надо. Тенечки здесь. Стадион «Динамо». Можно было бы громко заявить, что стадион построен на костях. Да, до 1860 года здесь было кладбище Покровского собора. Однако уже в 1867 году на этом месте был открыт городской сад. Доходный дом мещанина Филимонова, хотя и выглядел богато, но предоставлял квартиры также эконом-класса. Жилье располагалось на 3-м этаже. На 1-м этаже были торговые предприятия, а на 2-м был электротеатр «Гранд Электро».
Современный художник удачно вписал портрет дамы в дверной проем дома. Мы предположили, что это пиковая дама в молодости. Подойдем к ней поближе. Почему пиковая дама? Просто рядом Пушкинский народный дом. Притомился блогер. Немного. Нашел местечко себе Иди, понтовое. иди, я тут остаюсь. Понравилось. Итак, вспомним пиковую даму. Можете ли вы, продолжал Герман, назначить мне эти 3 верные карты? Графиня молчала. «Старая ведьма», — сказал он, стиснув зубы. «Так я ж заставлю тебя отвечать». С этим словом он вынул из кармана пистолет. Мы здесь уже были и Когда? снимали. Только заходили, по-моему, с Садовой улицы. Возможно. Да. Вот там, если выйдешь, точно вспомнишь. И этот дом мы уже видели. В этом доме жил сын присяжного поверенного Александра Михайлова, Владимир, известный самарский художник и фотограф. В 1906 году здесь останавливался художник Василий Суриков во время написания картины «Степан Разин». Пошли. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. 3, 7 и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более 1 карты не ставил, и чтобы всю жизнь уже после не играл». Герман вздрогнул. В самом деле вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам.
не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» – закричал он в ужасе. Раньше в этих нишах стояли античные бюсты. Левое крыло дома полностью перестроено. Изначально там был интересный балкон. Дом был построен для сотрудников ОКБ завода имени Фрунзе. Пушкинский народный дом был построен на средства попечительства о народной трезвости и, как ни странно, Альфреда фон Вакана, пивного короля Самары. Здесь был концертный зал, библиотека, различные кружки, столовая. После революции он становится клубом железнодорожников имени 1905 года. Со сменой названия убрали бюст Александра Сергеевича Пушкина, но сегодня он снова на месте. Многие самарцы помнят это здание как родильный дом. А что же наш Герман из «Пиковой дамы»? Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама.
Да, немного охладились.